Культ личности Лукашенко продолжает набирать обороты. На днях железнодорожный суд Гомеля осудил глухонемого мужчину на 2 года колонии за оскорбление диктатора и призывы к насилию. По мнению так называемого правосудия, 30-летний Дмитрий Заломский задел чувство самодержца картинкой в чате, которая содержала его негативную оценку. Милиция заинтересовалась Дмитрием после обысков у сотрудников предприятия «Випро», которое дает работу людям с нарушениями слуха. Причиной пройтись мелким бреднем по инвалидам стал их корпоративный телеграм-чат. Одно лишь наличие такого средства коммуникации в текущих белорусских реалиях дает силовикам основание считать всех его участников экстремистами по умолчанию. Суд над Заломским был закрытым, поэтому подробности дела фактически неизвестны. Осужденного взяли под стражу сразу после оглашения приговора, но самое страшное – отобрали у него слуховой аппарат, без которого он ничего не слышит. Семья Дмитрия до последнего рассчитывала на справедливость, но справедливость в нашей стране – это что-то из ряда фантастики. Важно отметить, что люди с инвалидностью многократно преследовались нелегитимной властью. Сейчас за решеткой находятся больные раком люди, подросток Никита Золотарев с эпилепсией, 21-летний Дмитрий Гопта с тяжелой формой умственной отсталости, Владимир Гундарь, у которого ампутирована нога, а также глава офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский. По отношению к последнему силовики проявили неслыханную милость. Человек, передвигающийся на инвалидной коляске, несколько месяцев провел под домашним арестом. Озвученный список пострадавших далеко не полный. Приспешникам просроченного президента абсолютно безразлично, кого сажать в тюрьму. Им неведомы принципы гуманности. Единственная их цель – сохранить власть, а вопрос ее цены их совершенно не волнует. Финансовое положение российского олигарха Михаила Гуцериева продолжает стремительно ухудшаться после того, как он попал под санкции из-за своей тесной дружбы с нелегитимным. На этот раз он не досчитался более $500 миллиарда, которые должен был получить от Китая под строительство Нежинского горно-обогатительного комбината. Из-за европейских ограничений, наложенных на кошелек Лукашенко, кредиторы заморозили транзакции, а строительные компании, которые не получают оплату за свою работу, уезжают с площадки. При этом компания Гуцериева Славкалий вместе с белорусскими госструктурами пробуют сделать хорошую мину при плохой игре, убеждая китайцев в том, что проблему можно решить. Судя по всему, делать это намерены по излюбленной схеме диктатора и его окружения в обход законов. Стоит отметить, что в этой истории фигурирует настоящий санкционный пасьянс, ведь под ограничениями находится не только поддерживающий режим олигарх, но и все его компании, а также Беларусьбанк, через который китайские деньги попадают в карман Гуцериева. Небольшие банки настолько значительные транзакции проводить просто не могут. Отсюда возникает закономерный вопрос, почему бизнесмен из списка богатейших людей России по версии Forbes сам не может расплатиться за выполненную работу. По словам застройщиков и обещаниям, что олигарх все возместит, даже если китайцы не рассчитаются, веры нет. Отметим, что разработка Нежинского месторождения в Любанском районе Минской области – это амбициозный проект Михаила Гуцериева. Строительство предприятия по добыче калийной руды и производству удобрений началось 5 лет назад. Олигарх должен был вложить в него $1,5 миллиарда, а по факту взял на эти цели кредит под гарантией белорусского правительства. Американская компания Cummins, один из основных поставщиков двигателей для БелАЗа, отказалась от сотрудничества с флагманом машиностроения. Об этом сообщил профессиональный союз белорусов Великобритании. Такое решение стало возможным благодаря санкциям ЕС и активному давлению со стороны белорусских диаспор и негосударственных организаций. Кажется, теперь сотрудники БелАЗа стали еще на шаг ближе к стачке. Ведь собирать грузовики без двигателей дельце довольно хлопотное. Напомню, что БелАЗ попал под санкции ЕС из-за того, что сотрудники предприятия, которые участвовали в забастовках и акциях протеста, были уволены или подверглись давлению со стороны руководства. Западные ограничения больно ударили и по другим предприятиям, на которых держится Луканомика. Так, на табачной фабрике Неман кошелька Лукашенко Алексея Алексина из-за санкций импортного сырья для производства осталось всего на 2-3 месяца. И теперь руководство лихорадочно ищет новые возможности и места для его закупки. Впервые в истории в публичном пространстве был обнародован результат суда в Гааге в отношении Беларуси. Речь идет о международном арбитражном суде по делу российского инвестора компании Manolium Processing, которая потребовала, чтобы режим возместил более $200 миллионов. В 2003 году инвестор выиграл право застроить площадку бывшего троллейбусного депо на Машерова в Минске. Планировалось, что там появится элитное жилье, 5-звездочный отель и бизнес-центр на общую сумму в $500 миллионов.
Однако для того, чтобы получить участок под застройку, компании было необходимо потратить 15 миллионов долларов на новое троллейбусное депо в Уручье и перечислить 1 миллион долларов на строительство национальной библиотеки. В итоге строительство в центре столицы так и не началось, а уже через год белорусская сторона расторгла инвестиционный договор с российской компанией. Арбитражное разбирательство против Республики Беларусь было инициировано в 2017 году на основании договора о Евразийском экономическом союзе. Суд в Гааге вынес решение еще в июне, а его итоги стали известны только сейчас. Основные финансовые притязания российской стороны были отклонены, однако скромную компенсацию в размере более 20 миллионов долларов Manolium Processing все же смогла получить. Что ж, надеемся, что этот суд Гааги далеко не последний для режима, и в дальнейшем последствия будут намного серьезнее. Жители дома 105 по улице Есенина в Минске жалуются на бездействие ЖКХ. Вот уже несколько месяцев там не убирается мусор, который падает прямо на пол, так как у мусороприемника отсутствует контейнер, а направляющая труба отгнила еще 3 года назад. Запах в доме, конечно же, соответствующий. ЖКХ на жалобы не реагирует, поэтому местные жители собираются писать в санэпидемстанцию. Проблема с мусором в этом доме не единственная. Во время сильных дождей из бетонного перекрытия сочится вода. Важно отметить, что информация об улице Есенина не первый раз попадает на первые полосы газет. Несколько лет назад тут жаловались на отсутствие уборки в подъездах. Тогда коммунальщики предложили местным жителям самим заняться уборкой за определенную плату, объяснив это нехваткой работников. Судя по тому, какую сумму предложили минчанам за уборку одного подъезда – 154 рубля, и это без учета налогов, неудивительно, что желающих озолотиться на грязи так и не нашлось. А тем временем в Мингорисполкоме задумали устроить рейд по так называемым квартирам-свалкам, которые вызывают дискомфорт у соседей, и разрешить проблему в течение 2 недель. Что ж, выход у жителей улицы Есенина есть. Сообщить о захламленности соседской квартиры, может, тогда во время проверки чиновники обратят внимание и на мусор. Друзья, сегодня в 20:00 включайте ток-шоу «Народ спросит» на нашем втором канале «Маланка Лайв». Обсудим со спикерами возможное преследование Лукашенко и силовиков за преступления, совершенные против белорусов, и как Украина может помочь в борьбе с режимом. А также поговорим об убыточных предприятиях и что с ними делать. Не пропустите. До встречи в эфире и живи Беларусь!